Еще раз никто не слышал. Привет! Привет всем, да? Привет! Всем привет, сказала Амиран. Куда мы пришли, Амиран? В парк? В парк. Так вот. Я там. Что ты там рассказываешь? Иди сюда. Амиран, стой, 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 велосипедисты. Тихо, тихо, боже, носятся как угорелые, вот так вот по тротуарам. Вы это видели? А еще почему их никто не штрафует? Пешеходов штрафуют, а то что велосипедисты как в одно место раненые ездят, чуть не убивают детей. Ну ничего страшного, их никто не трогает, самокатчиков никто не трогает. Да. А во сколько? Идем, Вечером? идем, идем, идем. Я тебя снимаю, а ты не иди чуть дальше. Миран, стой. Сейчас люди пройдут. Иди сюда. Ой, еще и машина едет. А это вообще. Ох. Пошли. Пошли, пошли. И машины, и самокаты. Пойдем. Да. Здесь смотри. Нормально так себя чувствует. Человек такой приехал на машине в кафе. Ему так, ну, как бы в парке. Скажите, а за такое не должны штрафовать вообще, нет? За то, что так вот в парке на машинах приезжают? Это нормальным считается? Я не знаю. Можно по парковой зоне на машине ездить? Дорога это фото. Дорога. Нет, Амиран, это не дорога, это парк. И здесь так ездить нельзя. Это уже, мне кажется, переходит все границы. Нас просто, знаете, почему я вообще это все говорю? Потому что когда на меня свалилась гора хейта за то, что... Амиран, идем. За то, что я защищала Валю, которая перешла дорогу не там, где надо. За то, что, понимаете, просто люди не знают нюансов, люди не знают вот этой вот всей подноготней, что происходит. Люди не понимают то, что штрафуют самых слабых, а других не трогают. То, что человек приехал в парк, его никто не трогает на машине. Но очень трудно это объяснить, либо, я не знаю, я думаю, что умные и так все прекрасно понимают, что я пытаюсь донести. А до глупцов это бесполезно, что-либо доносить, вообще им что-то объяснять. Ну, что вы думаете? Этот человек развернулся, поездил туда-сюда по парку на своей машине и поехал. Ему кажется, что это так как бы нормально, так можно ездить в парке, где дубы, которым по 500, по 600 лет. Сейчас я переключу. Вот. По 600, простите, нет, есть по 500, по 300, по 400. Я уже оговорилась. Идем, зайка, идем. Я не знаю, мне кажется, это ненормально. Напишите мне свое мнение. Нет, мы не к Рексу идем. Нормально ли, вот как вы считаете, ездить по парку? И охранник ходил, и ничего ему не сделал этому человеку на машине. Нет, таких не штрафуют. Штрафуют пенсионерок, кстати, которые еще торгуют. К Рексу хочешь? Но в следующий раз, нас сейчас бабушка будет ждать. Штрафуют пенсионерок, переходящих в неположенном месте, и пенсионерок, которые торгуют яблочками
возле дороги их тоже штрафуют за несанкционированную торговлю, если она лишние 10 гривен заработает. Не туда идем. Не туда идем. Я спокойно. Не туда. Туда идем. Не Куда туда. мы идем? Туда идем. Туда, не туда? Не туда идем. Парк идем. Там нету парка. Нету парка? Да, там. А почему там нету парка? Там есть парк. Это что? Это деревья. Что там? Амиран нашел лабиринт и решил по нему походить. Ты не беги, а то там может быть и машина, и велосипедисты, самокаты, все что угодно. На дорогу не выбегать. Я уже даже в парке себя чувствую незащищенно. Здесь так здорово сделали, так красиво. У нас самый красивый парк во всей Украине. И не один. Все наши парки самые красивые во всей Украине. Идем сюда, мы здесь еще не были, Амиран. Идем. Да, здесь мы еще. Давай. Сейчас заблудишься в лабиринте. В лабиринте можно заблудиться. Да? Не, давай сюда, там вот здесь, по-моему, выход. А может быть тупик. Сейчас мы все как раз и узнаем. Нет, здесь выход, Амиран. Все, давай, мы уже выходим. Да? Ой. Пойдем. Ну как идем? Мы идем он сейчас туда, на площадку, а потом уже к бабушке будем спускаться. Ну так идем. Шнурок. Нету Вали? Эта машинка ездит, их здесь очень много, убирает. Она чистит, пылесосит, метет, моет. Но это как бы нормально. Здесь очень следят за чистотой. Сейчас смотрю в новостях. Ну, я новости не смотрю, все знаете, но все равно мне высвечивается новостная лента. В рекомендациях она приходит, я всегда смотрю только YouTube, и в YouTube мне каждый день рекомендуют новости. В общем, я даже смотреть не стала, я прочитала заголовок, то, что мир накрывает новый штамм коронавируса под названием пирола. Я так поняла, что, ну, честно говоря, это мои такие наблюдения. Если уже к этому готовят мир, опять мир накрывает новый штамм коронавируса, я вам могу сказать, что у нас здесь, по крайней мере в Харькове, я из Харькова не выезжала, кто знает, с 24 февраля 2022 года у нас совершенно забыли о коронавирусе. То есть еще 23 февраля 2022 года мы заходили в супермаркеты в масках, у нас везде было в масках, только везде в масках можно. В транспорте в масках, в метро в масках. Ну и с 24 февраля про эти маски просто забыли 2022 года в связи с военными действиями, с войной, с обстрелами. Поэтому у нас на эти 1,5 года вообще забыли про коронавирус. Никто ничего не требовал маски, ну и вообще его, по-моему, уже пандемию отменили. И если сейчас население мира, планеты Земля готовят к тому, что у нас новый свирепый штамм вируса, который захватывает весь мир, этот пирола под названием, то я так думаю, честно говоря, что это значит, что война очень быстро, в скором времени прекратится. Границы опять закроют, будет у нас коронавирус. Но это так, мои лично. Я ни к чему не призываю, ничего никому не навязываю свое мнение. Это мои наблюдения, которые уже
наверное, основываются на том, что было в коронавирус в 2020-2021, что было вот сейчас война, да, когда о вирусе забыли и сейчас активно пытаются. Я, честно говоря, думаю, что война прекратится, но позакрывают границы, все закроют, и будет у нас опять вспышка коронавируса, нового уже. Дай бог, чтобы все остались живы. Естественно, я никому не пожелаю, потому что все-таки от коронавируса есть умершие. И вот прививки. Мне интересно, а что будет с прививками, с теми людьми, которые попрививались от коронавируса? То есть у меня есть даже вот знакомые, которые сделали 3 или 4 прививки от тех штаммов. И что теперь им делать? Они будут от 4-го этого делать, да? У нас было 3. Я уже запуталась, честно говоря. За последние 1,5 года меня беспокоило совершенно другое. Тут хоть бы выжить, и уже нам было не до вируса. Кстати, заболевшие сразу же исчезли, как только у нас все было. Был коронавирус, все нужно было, еще раз повторюсь, носить маски. Но вот с 24 февраля резко все исчезло. И заболевшие тоже, по всей видимости, исчезли. Ну, не знаю. Я не знаю. Сейчас, естественно, наступает осень, наступает, как всегда, осень, зима. Это период вирусов, это так было всегда. Сколько я живу, и не только я, так, наверное, в истории человечества. Но все равно я считаю, то, что, ну вот, что касаемо прививок, я еще хочу сказать, то, что мы всегда делали, я своим детям, я сначала за себя скажу, я привита от всех болезней, ну, кроме коронавируса. Амиран с Норой тоже прививки у них все есть обязательные, ну, кроме коронавируса. Коронавируса мы не прививались. Вот как-то вот так вот мы оказались в тех людях, кто в противниках этих прививок. Ну, мы переболели, и я решила, что нам это не нужно. Люди разделились, кому-то это спасло жизнь прививка, кого-то это убило. Ладно, мы уже пойдем, нам пора идти. Всем хорошего, доброго, тихого вечера, сладких снов, кто будет смотреть это видео перед сном. Не забывайте поставить этому видео лайк и подписаться на канал, кто еще не подписан. Мне будет приятна ваша подписка. Фонтан, не упади, пожалуйста. Амиран, там грязно. Амиран, у меня сердце становится, когда там мелко, конечно, но сейчас упасть в фонтан как-то.
водички. Синютики водички хочу. Синютики водички.